Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком, очень интересным простым узором, всего 3 ряда в виде бабочки. Пряжу брала в 100 граммах 200 метров, крючком вязала 2,5 миллиметра. Раппорт узора 18 петель, высоту узор 3 ряда. Итак, я набрала цепочку 100 воздушных петель, это на обхват головы 50 сантиметров. Повязка получилась где-то 50-52 сантиметра на обхват головы, вы набираете свое количество. Сейчас я замкну цепочку в кольцо соединительным столбиком. Когда будете замыкать в кольцо, то смотрите, чтобы цепочка ваша не перекрутилась. Мы замкнули цепочку в кольцо. Теперь делаю 3 воздушные петли подъема. И первый ряд самый провяжу столбики с накидом. Буду вязать в каждую петлю цепочки столбик с накидом. Закончу ряд соединительным столбиком. Этот ряд подготовительный. Теперь переходим к первому ряду узора. 3 воздушные петли подъема. Раппорт узора 18 петель. И я распределила петли следующим образом. У меня от заднего шва по 5 столбиков и плюс 5 раппортов узора. То есть начинаю я с 5 столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема считаются за столбик с накидом. Сейчас вяжу еще 4 столбика с накидом, чтобы получилось всего 5 столбиков. 4, 5 столбик с накидом. Теперь начинаем вязать раппорт узора. Сейчас я провяжу еще 6 столбиков с накидом в каждую петлю основания. 2, 3, 4, 5 и 6 столбик с накидом. Всего у нас получилось 11 столбиков. У вас может быть ровное количество, вам ничего не придется оставлять, но у меня вот так. Теперь делаю крыло бабочки, провязываю 5 воздушных петель. 5 воздушных петель провязано. Теперь делаю 2 накида на крючок. Захватываю 2 ниточки основания и провяжу 4 незаконченных столбиков с 2 накидами в одно основание. Первый столбик, второй столбик, секунду, третий столбик с 2 накидами незавершенный, четвертый, так, секунду, четвертый столбик с 2 накидами незавершенный, у нас получается 5 петель на крючке. Мы провяжем их вместе и закрепим воздушной петлей. Получилось крыло. Теперь делаю 2 накида на крючок. На основании отсчитаю 5 петель и в 6-ю провяжу незавершенный столбик с 2 накидами. Провязали, снова делаю 2 накида на крючок и в это же основание провяжу еще 1 столбик с 2 накидами незавершенный.
Провязали 3 петли на крючке, провяжу 2 петли вместе и еще 2 петли вместе. Это у нас тело бабочки. Теперь крыло. Цепочка из 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И точно так же делаю 2 накида на крючок и в основании, захватывая 2 нити в основании, буду вывязывать в одно основание 4 незавершенных столбика с 2 накидами. Провязали на крючке 5 петель, провяжу все их вместе и закреплю воздушной петлей. Второе крыло бабочки готово и готов раппорт узора. Накид на крючок, на основании отсчитаю 5 петель и в 6-ю провяжу столбик с накидом. То есть сейчас мы начинаем вывязывать второй раппорт узора. У нас чередуется 6 столбиков с накидом, крылья бабочки. 6 столбиков с накидом, крылья бабочки. Всего раппорт узора 18 петель. 12 петель на бабочку и 6 петель это у нас столбики с накидом. Каждую петлю основания. Сейчас я начала вязать второй раппорт узора. Вяжу 6 столбиков с накидом. Так же, как мы начинали до этого. Провязали 6 столбиков с накидом, крыло бабочки. Для этого набираю цепочку из 5 воздушных петель. Провязали, делаю 2 накида на крючок и в основание провяжу 4 незавершенных столбика с 2 накидами. На крючке 5 петель, провяжем их вместе и закрепим воздушной петлей. Готово первое крыло бабочки. Делаем 2 накида на крючок, отсчитываем на основании 5 петель и в 6-ю провяжем незавершенный столбик с 2 накидами. Провязали еще 2 накида на крючок и в это же основание еще один незавершенный столбик с 2 накидами. Провяжем 2 петли вместе и еще 2 петли вместе. Готово тело бабочки. Так и будем повторять до конца ряда. Сейчас вяжем второе крыло. Для этого наберем 5 воздушных петель. Делаем 2 накида на крючок. И также в это же основание провяжем еще 4 незавершенных столбика с 2 накидами.
На крючке 5 петель, провяжем их вместе и закрепим воздушной петлей. И так далее. Будем продолжать до конца ряда. Сделаем накид на крючок, отсчитаем на основании 5 петель и в шестую провяжем столбик с накидом. Два раппорта узора мы провязали и также вяжем все остальные раппорты узора. Чередуем 6 столбиков с накидом крылья бабочки. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Второй ряд узора. 3 воздушные петли подъема, столбики с накидом предыдущего ряда вяжем как столбики с накидом. Провязали столбики с накидом, над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда. Теперь вяжем крылья. Также вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Провязали. А теперь в это же основание вяжем 4 незавершенных столбика с 2 накидами. На крючке 5 петель. Мы их провяжем вместе и закрепим воздушной петлей. Теперь провяжем 3 столбика без накида в середине элемента. Первое в крылышко, столбик без накида, второй в тело и третий столбик без накида во второе крылышко. Это второй ряд узора. Теперь снова цепочка из 5 воздушных петель. Вывязываем второе крыло. Провязали 5 воздушных петель, 2 накида на крючок. И теперь в это же основание будем вязать еще 4 столбика незавершенных с 2 накидами. На крючке 5 петель, провяжу их вместе, закреплю воздушной петлей, готово второе крыло. Вот так это выглядит. Теперь делаю накид на крючок и приступаю ко второму раппорту узора. То есть также над столбиками с накидом предыдущего ряда провязываю столбики с накидом, всего 6.
провязала раппорт и еще половину второго раппорта. Теперь также вяжу цепочку из 5 воздушных петель для того, чтобы сделать крыло. 5 воздушных петель провязали. И теперь в это же основание провяжу 4 незавершенных столбика с 2 накидами. На крючке 5 петель провяжу все вместе и закреплю воздушной петлей. И теперь в серединку элемента 3 столбика без накида. Столбик без накида в крыло, столбик без накида в тело бабочки и 3-й столбик без накида во второе крылышко. Так, вот здесь, наверное, нет, перевяжу немножко поближе. Так, 3 столбика без накида провязали. И теперь второе крыло. Вяжу цепочку из 5 воздушных петель. 5 воздушных петель провязали. Теперь 2 накида на крючок. И в это же основание провязываю 4 незавершенных столбика с 2 накидами. На крючке 5 петель, провяжу их вместе, закреплю воздушной петлей. И приступаю к следующему раппорту, провяжу столбик с накидом. И так буду продолжать до конца ряда. Закончу соединительным столбиком. Третий ряд узора. 3 воздушные петли подъема. Столбики с накидом предыдущего ряда провязываю как столбики с накидом. Провязали столбики с накидом над столбиками с накидом предыдущего ряда. Теперь 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и вывязываем усики. Провяжу столбик с 2 накидами. Это будет первый усик бабочки. Теперь делаю 2 навива, делаю накид на крючок и второй накид на крючок, вытягиваю петлю. Провяжу все накиды вместе. Первый усик у нас готов. Закрепляю воздушной петлей и еще 1 воздушная петля. И также вывязываем второй усик. Провязываю столбик с 2 накидами в серединку. Это будет второй ус бабочки. Провязали.
Теперь также 2 навива. Делаю накид на крючок, вытягиваю петлю. И еще один накид на крючок, вытягиваю петлю. Провяжу накида вместе. Готов второй ус. Закрепляю. И еще одна воздушная петля. И перехожу ко второму раппорту узора. Над столбиками с накидом предыдущего ряда буду вязать столбики с накидом. Так буду вязать до конца ряда, закончу ряд соединительным столбиком. Все ряды узора мы провязали. Теперь провяжу ряд столбиков с накидом. Делаю 3 воздушные петли подъема. И над столбиками с накидом предыдущего ряда буду провязывать столбики с накидом. Теперь переходим к петлям бабочки. Эти мы связали столбики. Бабочку мы вязали на 12 петлях. Возвращаем их. Сейчас провяжу в арку 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Провязали. В следующую арку вяжу 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Провязали. И в следующую арку вяжу также 4 столбика с накидом. И так далее до конца ряда. Заканчиваю ряд соединительным столбиком. Обвязку делаю с 2 сторон. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью получившиеся 2 петли и провяжу их вместе. И так буду повторять до конца. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью 2 петли, провяжу их вместе. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю нитью 2 петли, провяжу их вместе. И получаю красивый зубчатый край. Повязка имеет более аккуратный и законченный вид. Повторю, так буду обвязывать с 2 сторон. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!